Привет, друзья мои! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя. Сегодня экстренный выпуск. Ну, точнее как, сегодня должен был быть совсем другой выпуск. Я вчера снимала целый свой день от момента, как я проснулась, и до самого вечера. Очень интересный день у меня вчера был. Но все пошло не по плану. Так вот, рассказываю. Для тех, кто меня видит впервые, я живу в Камбодже. У меня есть собачка Макс, ему 18 лет. А вот там вот за дверью у меня стоит миска для котов. Кто смотрит меня в Инстаграм, кто не смотрит, подписывайтесь. Кто смотрит меня в Инстаграм, вы знаете, что я подкармливаю местных котиков. И, короче, дня 4 назад или 5 ко мне пришла очень больная кошечка. Так сразу оговорюсь, я кошек вообще-то не очень люблю, я больше собачница по собачкам, больше. Вот. Пришла больная кошечка, и она вот такая вот скини-скини, очень худая, кости торчат, глаз один у нее отекший, опухший, в общем, инфекция там явно присутствует. Она только пьет, еле ходила, ничего не ела, и к закату она свалила. Вот. Я за ней посмотрела, думаю, ну и может быть, и она и не вернется, отлежалась типа того и ушла. Ну, ощущение было, что она откуда-то свалилась, то есть ударилась, отлежалась и ушла, потому что все-таки пьет. Друзья, мне нужна помощь зала. Вот эта котенька пришла ко мне вчера в ночи, уже когда было темно, и спала. То есть он спал у меня вот здесь, он перемещается достаточно везде, вообще ничего не ест, вот воду пьет, но вот выглядит вот так вот и очень вялый. Я подкладывала ему еду и консерву принесла Максу, вот худой и вялый очень. Что мне с ним делать-то? Я вообще не собиралась быть волонтером у кошек. Он сам пришел, сейчас у меня здесь сдохнет. И куда мне его? Или надо везти в госпиталь все-таки? Кто разбирается в кошках? Помогите. Второй день, я не помню, приходила она или нет, на третий день она пришла, и потом вот каждый день, и сегодня 5-й день, она приходит примерно в первой половине дня и лежит у меня здесь на коврике. Стала чуть-чуть есть потихонечку, но при этом глаз у нее все хуже, на лапе тоже какая-то ранка. В общем, выглядит она так себе. И вот я уже 5-й день наблюдаю, как эта кошечка у меня умирает тут прямо на пороге. И думаю, что... В общем, я долго думала. В общем, брать на себя ответственность. Вот я вам порассуждаю, как я вообще все про это считаю, да, все вот эти вот помощи животным. Брать на себя ответственность нужно по силам. Я отлично понимаю, у меня собаке 18 лет, я знаю, что такое сходить в ветеринарку. Я отлично понимаю, что эту кошку в ветеринарку просто показать врачу, этим не отделаться. Это надо сдать анализы, надо узнать, есть ли у нее там вот эти страшные вирусы, при которых даже и лечить смысла нет, обычно усыпляют животное. Или у нее их нет, в общем, надо будет тогда лечить. Это хорошая такая финансовая нагрузка, особенно у нас здесь в Камбодже, потому что прием доктора только стоит $20. Ну, все остальное это выше. Но наблюдать эту картину я тоже не очень-то желаю. И раз она приходит ко мне, она из всех дверей выбрала именно мою дверь, и сюда приходит и ложится. В общем, я подумала, что не дороже денег это все должно стоить, сколько-то у меня же все равно еще осталось. Вот. И списалась с клиникой, куда я вожу Макса, и спросила минималки. В общем, все по минимальному, говорю, кошка не моя, но я готова привести ее, чтобы ее посмотрели, и давайте хоть что-то сделаем. Так, ну что, пациент вернулся. Я сегодня списывалась с клиникой. Они сказали, что сделают мне скидку на бездомного кота. У него вон торчат кости. Ой, глаз воспаленный, лапа. Так что буду сейчас его ловить и поедем. Вот. И, в общем, когда она пришла, я ее запихнула в эту переноску, и мы поехали в клинику. Так, ну что, вот я его посадила. Он как пушиночка, легкий-легкий. Сейчас повезу. Так, мы приехали. Котенька, ты живой там еще? Вроде живой. Фу, на улице неимоверная жара. 38 градусов. Я привезла его в мою клинику, я с ними списалась, куда я Макса вожу. Вот, так что сейчас пойдем посмотрим, сможем ли мы ему помочь вообще. Приехали в клинику, доктор очень милый, посмотрела ее, ну, говорит, она чистенькая, кстати, у нее нет там каких-то вшей, нет никаких там язв или лишаев, или еще никаких ранок нету, вот только ранка на лапе, но это прям рана.
Вот, ну, маленькая такая. И уши чистые, глаз вот есть, очень плохо у нее с деснами, они прям белые такие. В общем, инфекция явно присутствует, вопрос какая. И он говорит, надо сделать не просто вот тест там на есть ли инфекция или нет, это очевидно, а надо сделать вот на конкретные вот эти вот две инфекции, которые одна из них, я честно в терминах не знаю, вы напишите в комментариях, кто знает. В общем, одну из них называют кошачьим СПИДом, так мне сказал GPT-чат. Вот. И вторая тоже страшная инфекция. Вот. И если отрицательный тест, то тогда антибиотики широкого спектра действия мы дадим и не будем уже конкретно там выяснять, да, более дорогие анализы делать. А мне что делать? Мне пришлось согласиться, потому что, ну, а смысл, да, туда приезжать. Мазь для глаз мне выдали бесплатно. Она просрочена, эта мазь, там несколько дней или пару недель. В общем, она нормально обладает всеми еще действующими свойствами. И сказали ей мазь в глаза накладывать и, собственно, антибиотики давать 2 раза в день, что я не уверена, что получится, потому что кошка-то живет там, и она уходит. То есть она приходит и уходит. Но хотя бы, когда я ее буду видеть, я ей буду давать. И капельницу мы сделали, потому что у нее жуткое обезвоживание. Я говорю, давайте что-нибудь вколем, чтобы ей прямо сейчас стало получше. И ей вогнали физраствор, вот такую вот здоровую. Это он потом разошелся по всему телу. Смотрю, кошка отжила. Ей вообще было кайфово. Ее там гладили, ей, мне кажется, было так хорошо. Так, ну что, ребята, нам сказали, дела плохи, надо делать анализы. По-хорошему, по полной, оставлять кошку, это, кстати, кошка, в клинике, делать анализы, ставить на капельницу. Одна ночь стоит $25, анализ где-то 40, плюс еще антибиотики, плюс, короче, 100 практически сразу, и это они еще скидки делают. И еще надо 3-4 дня здесь оставлять, то есть 300-400 баксов уйдет. У меня чисто физически даже нет сейчас таких денег. Был бы это сезон, я бы смогла это сделать. Сейчас сама я не смогу. Будем сейчас придумывать, как я могу ей помогать дома. Да? Вот. И, в общем, мы, насколько это возможно, уменьшили счет. Сделали они 50% скидку на осмотр, то есть услуги доктора, не $20, а $10. Ну, а все остальное сверху, да, пришлось оплачивать. Но вот если по полной, как бы это было бы, если бы это было домашнее животное, да, его бы нужно было оставить в клинике, они бы кололи эти капельницы там 2 раза в день. Одни сутки, одна ночь в клинике стоит $25 в этой вот клинике, плюс все остальное сверху. В общем, анализ, который прям вот хорошо бы показал, что у нее конкретно там болит почки, печень, где инфекция, очаг, он стоит $40, вот первичный, потом еще нужно было бы доделать какие-то маленькие, наверное, анализы, но я не знаю. Короче, мы посчитали, что дня 4-5 бы в клинике ей провести хорошо, это около $400 бы получилось. Ну, естественно, такие деньги у меня их просто нет. Даже уж давайте будем честными, у меня их просто даже нет. И тратить, естественно, я их не готова, потому что сейчас у нас не сезон, и работы практически тоже нет. Вот, поэтому давайте, говорю, на минималку, уж оставлять я ее не буду. Ну вот и что ты свалилась на меня, скажи? Почему ты свалилась на меня летом, когда мне самой тяжело? Так, что-то ему делают, там вот под кожу выливают. This is the fluid it absorbs like 2 or 3 hours it absorbs to the skin. Yeah. В общем, это чтобы от обезвоживания ему помочь, капельницу делаем. Короче, я согласилась на тест, сейчас будем делать тест. Ну вот мы сделали то, что смогли сделать. Кошечку я привезла домой, заплатила я за все это $58, что тоже немало для меня сейчас, но вариантов никаких других я не увидела. Кошка тут же свалила в закат, убежала, даже спасибо не сказала, но я думаю, она скоро вернется. То есть мне вот сейчас еще нужно будет купить ей еду мягкую, чтобы она, потому что жесткую, сухой корм плохо ест, ну точнее вообще почти не ест, может быть ей тяжело. Вон какую налили огромную штуку под кожу. Ну,
Ноль реакции. Ну, в общем, короче, я попала на бабки. Потому что просто так лечить антибиотиком, не зная что, у нее смысла нет. Поэтому будем делать тест. Оставлять я ее не буду, конечно, здесь. Но буду делать тест и выписывать антибиотики, те, которые уже нужны. Пипец. Делаем тест, ждем вот сейчас 10 минут. И эта красотка лежит. По-моему, ей нормально. Да? Oh, it's so thick. Mean I need to use water or you can use not more water, not normal water? Это меня учат, как ей промывать глаза. Короче, не было у бабы печали, купила баба порося. Но мой порося сам пришел. Так, страшного кошачьего спида у нас нет, и второй инфекции тоже нет. Короче, антибиотики выписывают, будем лечить, и для глаз дали мне бесплатные мазь. Вот так вот. Очень худая она. А так вот я вам покажу, что нам дали. То есть дали вот такие. Это амиксициллин, суспензия. Это от половины таблеточки. И еще другим кошкам, которые тут тоже едят, это от паразитов, от глистов вовнутрь. И в глаз вот эту мазь дали мне бесплатно. Вот. Но она закрытая, она нормально действует еще. Так, ну что, ребята, 58 баксов мне все это обошлось. Мне скинули примерно $12, то есть там на услуги врача, дали мазь бесплатно. Вот, еще там на таблетки. Ну, в общем, что они могли, они мне скинули. Вот, но все равно 58 баксов я не планировала. Но я надеюсь, что Вселенная меня отдаст новыми туристами. Вот. Так что будем лечить кота. Надеюсь, она справится. Вот такая вот история приключилась, поэтому сегодня я видео, которое хотела смонтировать, не смонтировала, но зато вот у меня кошачий обзор получился. Ребята, помогаете ли вы животным, не своим, уличным? Сколько у вас стоят все эти услуги? Я просто хочу этим поделиться, потому что, ну, вообще для поддержки, конечно, и, честно, брать на себя ответственность в одиночку, потому что когда начал уже заниматься каким-то животным, ты и продолжаешь этим заниматься. Вот. И, в общем, напишите, вы поддерживаете животных, кормите или лечите, сколько вам это стоит, сколько обходится это вам, что я знала, что... Я точно знаю, что я не одна такая, но вот, так что собачники лечат кошаточков. Кошку, кстати, не знаю, имени у нее нет, но так как по-кхмерски кошка – это чма, вот, поэтому я ее решила звать Чмашка или Чманька или Чмонька. Ну, в общем, как-то так. Так что спасибо, что посмотрели это видео до конца. То хорошее видео я смонтирую, в ближайшее время тоже выложу. Ну, а сейчас вам привет из Камбоджи. Лайк, подписка, комментарий из 6 слов, как обычно. Всем спасибо, пока-пока.